Привет, мои друзья! Привет, путник, который просто зашел и попал на этот канал. Я очень рад тебя видеть. Это видео просто красивый рассказ о том, что происходило последних 2 месяца. Июнь и первая половина июля были интересными и очень насыщенными. У меня изменились взгляды во всех сферах: работа, учеба, друзья и личная жизнь. И впервые я приблизился к тому, чтобы действительно делать то, что я хочу, а не то, что я должен. Я уверен, что я не единственный, кто задумывался над простым вопросом: что для меня есть счастье? Что это такое? Я всегда думал, что счастье – это когда ты успешно достигаешь цели. Но, видимо, я ошибался. Как показала практика, счастье – это путь. Или река, которую можно пройти только тогда, когда вкладываешь в каждое действие любовь и душу. Когда радуешься каждому моменту. Люблю смотреть на котов. Они всегда счастливы и обладают особой независимостью. Может быть, потому что они никому ничего не доказывают, делают, что хотят. И может, для нас тоже гораздо важнее было бы слушать себя, только себя и следовать своим желаниям. Это и была моя мантра в последний месяц. Слушай свои желания. Слушай только свое сердце. Будь уверен в себе. Слушай свои желания. Этой зимой моя дровяная печка окончательно сломалась. И в июне я решил взяться за этот проект и поменять печь. Для того, чтобы вытащить старую печку, мне надо было разобрать половину стены и вытащить все гвозди из досок. Это была довольно простая и интересная работа. Мне нравится что-то строить или разбирать. И когда я работаю руками, я чувствую умиротворение. Я решил положить доски на 2-й этаж бани. Это оказалось большой ошибкой. Но тогда об этом я еще не знал. Несколько дней я упорно затаскивал и складывал доски. Но уже через неделю пришлось их оттуда снимать. Потому что оказалось, что на 2-м этаже бани проходит труба дымохода, которую тоже нужно будет полностью менять. В июле мы с друзьями ходили на рыбалку по несколько раз на неделю. Это очень расслабляет. Во время рыбалки время превращается в бесконечность. Секунды становятся минутами, а минуты часами. Мы просто сидели и наслаждались спокойствием, природой и разговорами друг с другом. Расскажи свои ощущения от рыбалки. Очень много рыбы. Сколько? Целый пакет.
А затем настал день Х. Мы начали вытаскивать печь из бани. Старая печка состояла из 2 больших железных ящиков с камнями и песком внутри и была обложена кирпичами снаружи. Мы хотели вытащить всю конструкцию наружу, не распиливая внутри дома. Каждая часть печки весила около 300 килограмм и была просто неподъемна. Поэтому приходилось быть максимально осторожным. Тихо, дай подними. Мы не сможем ее даже, я вот так вот ее не могу удержать сбоку, она просто грохнется. Руки, все, убирай. Руки, убирай. Ну давайте сейчас ее. Мы спереди, мы сзади. Ну что-то движется, что-то вечно движется. А? Даже когда мы вытащили первую часть печки наружу, мы понятия не имели, что делать с этим дальше. В итоге мы решили разделиться. Моей задачкой было разбить кладку второй части печи, а отец в это время разрезал первую. Работа оказалась не тяжелой, но очень пыльной. И даже надетая маска не особо помогала. Мы так увлеклись, что к вечеру успели все доделать. Некоторое время назад к нам пришел дикий котенок. Он очень хотел есть, и, конечно, мы его покормили. Ему так понравилась наша еда, что он стал возвращаться снова и снова. Через несколько недель разрешил потихоньку себя погладить, а затем начал ловить мышей и приносить их в благодарность. Может быть, если он не убежит, мы возьмем его в нашу семью. Потом были снова часы рыбалки. Это один из наших любимых видов отдыха. Человек в серой одежде, Илья, это мой друг детства. Когда мы были детьми, мы ходили с ним на рыбалку по несколько раз в день. И каждый раз мы возвращались с большим уловом. Возможно, мы были благословлены самим Богом рыбной ловли, но потом внезапно благословение пропало, и мы перестали приносить рыбу. И последние несколько лет мы ходим не за рыбой, а только за хорошим настроением. Несмотря на то, что мы сами ничего не можем поймать, очень приятно смотреть, как наши друзья ловят свои первые трофеи. Я маме слышу. Офигеть, я первый раз такой вижу. Ну, пошушел просто. Это был очень приятный летний вечер возле озера с друзьями. Спасибо большое за просмотр этого видео и до скорой встречи!